Как вы знаете, я очень переживала за отель, потому что на букинге фотографии были нормальные. Я не скажу, что это какой-то шикарный отель, это мини-отельчик. Таких отелей очень много в Париже. Отель был 3 звезды. И я, да, начитана, наслышана о том, что нужно брать отель не меньше 4 звезд и вообще лучше апарты, потому что 3 звезды там это просто ужас, кошмар. И на Google Maps, когда я стала выяснять, как доехать из аэропорта до отеля, я увидела отзывы по этому отелю, ужаснулась, ахнула и даже расстроилась, я так скажу, раньше времени. Ну что, народ, я заселилась. Номер крошечный. Вот я снимаю со стороны двери, ну, чтобы было понятно, что я стою сейчас стеной к двери. Ну, то есть места нет вообще. Ну, то есть здесь кровать. Ну, кровать нормальная. Телек над кроватью. А батарея, которую я только что включила, потому что здесь безумно холодно. А вот такие вот ставни. Такая щель между ставнями. Короче, кофемашинка. Я даже не понимаю, какие капсулы для нее, потому что я взяла капсулу Неспрессо, но там другие капсулы. Смотрите, какое отверстие для таких капсул. Я не знаю, что это за капсула. Мои точно не подойдут. Воду, сказали, можно использовать бесплатно. Какая-то там фильтрованная. Телефончик, пульт от телека, куча каких-то подушек. Блин, а вид вот такой. Ну, то есть по этой улочке сюда такси не смогло заехать. Я шла пешочком, а там очень большая улица вот после этой арочки. Огромная. И если повернуть налево, там огромный бульвар. В общем, как-то так. Санузел скромный. Здесь все скромное. Все маленькое, но в центре, ребят, в центре. За этот номер за 7 ночей я заплатила 1100 евро и 100 евро депозит. Вот. Очень маленький номер. Ну, какой есть, короче говоря. Ну, либо можно было взять апартаменты, но это было бы далеко. У меня всего полноценных 5 дней, 5 световых дней. И мне просто было жалко тратить время на дорогу, поэтому я взяла вот такую малышку, но рядом с Лувром, рядом с центром, с бульварами, с остановками всех этих автобусов, Хопон. Я не знаю, как это открывается, закрывается. Ой, мамочки, я боюсь. О боже, здесь балкон. Да ладно, да ладно. О, Господи. Сюда можно заходить, интересно? Блин, мне страшно. Ладно, мамочки. Вау. Круто, я в Париже. У меня даже есть балкон. Вау, ну это вообще просто космос. Это просто супер. Вау, 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 вау. Я даже не могу поверить, что я стою на балконе в Париже. Тут даже стульчик есть. Я могу сейчас пойти купить вина. Вот за этой аркой там есть, кстати, бар такой, типа, там продают вино. Можно внутри посидеть, попить. Можно с собой взять на вынос. О, цветочки. Блин, днем, я не знаю, как будет днем. Мне прям, знаете, хочется, как в фильме Скерри Брэдшоу, так днем, так, если будет солнце, распахнуть балкон, выйти, и тут такие цветы, я такая сижу на балконе, посмотрим, как это все будет. Вау, супер. Пока мне нравится, в принципе, но если бы нет на балкон, я не знаю. Мой отель вот в этой арке. Сейчас я нахожусь на бульваре, который упирается, там моя улочка, да, если можно так выразиться. Здесь просто все такие отели крутые, Best Western, да, там Holiday Inn впереди, не видно, отсвечивает. Вот. У меня, конечно, очень маленький скромный отельчик, но сама локация, она очень крутая. Здесь такой движ, здесь просто ночная жизнь. Мне не верится, что я в Париже, но здесь прям очень круто.
огни большого города. Цивилизованная цивилизация. И, ну, это просто маленький такой кусочек. Я так по чуть-чуть выбралась. Я, конечно, безумно устала. Вот. Просто хочу зафиксировать этот момент. Catch the moment. Вот. Райончик очень даже классненький. Очень классненький. В итоге все было превосходно, прекрасно. Самое главное, что в отеле был лифт, что вообще, в принципе, редкость. Очень узенькие высокие лестнички. Сама бы я не дотащила свой чемодан до 5-го этажа. Но главное, что был лифт. И так как это был не сезон, хотя, мне кажется, сезонность, сезональность для Парижа — это неправильное слово, потому что, мне кажется, в Париже сезон для туристов круглый год. Но в принципе, я понимаю, что, наверное, поток был ниже, чем обычно, потому что я могла спускаться без остановок с 1-го на 5-й этаж. В отзывах как раз на Google Maps я читала, что это очень большая проблема, так как люди там на каком-то из этажей уже не могли залезть в лифт, он там максимум на 2 человек рассчитан. И им приходилось очень долго ждать вот этой возможности, чтобы спуститься или подняться. Да, конечно же, есть лестница, но, например, люди с ограниченными возможностями или у кого что-то болит, ну, это довольно-таки тяжело и проблематично. Отель был прекрасен, много ему времени уделять не будем. Прекрасный французский такой балкончик, там был стол, стульчики, можно было вечером посидеть. Но погода, к сожалению, внесла свои коррективы. Все дни, которые я была в Париже, лил дождь, кроме одного единственного дня, в который я уже не могла подняться, потому что я заболела. Причем заболела конкретно. Я точно, абсолютно точно подхватила вирус. Это не просто простуда, да, действительно было очень холодно, очень такая погода была, короче, мерзкая была погода, реально было холодно, вот прям вот до дрожи в суставах, вот было реально холодно. Не потому что я была легко одета, я была нормально одета для того градуса, но как-то вот ветер, дождь, сырость, это все, ну, не давало насладиться толком окрестностями и подбешивало. Ну и, конечно, влияло на самочувствие. Но это была не просто простуда, там, когда, не знаю, кашляешь или насморк или еще что-то, а это был прям как вирус. Поразило. Я сейчас хочу уже, если так коснулась этой темы, затронулись до темы заболеваний, простуды. Мне очень было странно везде набор предлагаемых вот этих, как сказать, таблеток, медикаментов для лечения. Все эти таблетки почему-то у них в те аптеки, в которые я заходила, я зашла в 3-4 аптеки, я искала амброксол или вот, ну, что-то, что откашливается, чтобы мне стало легче. Меня не понимали, ну, я говорю по-английски, по-французски я не разговариваю, я показывала, что там, ну, что это, и мне давали какие-то вот просто, ну, из серии как наш антигриппин, то есть это даже не было, ну, не антигриппин, а как типа витамина С, то есть это не был противовирусный аппарат, или это не было какое-то мукалтическое средство там в виде сиропа, то есть я показывала картинки, ну, потому что там у многих лекарств, у них основное действующее, наверное, у всех, основное действующее вещество, оно имеет международное запатентованное название, и неважно, как называются таблетки, какое они имеют брендовое название, но основной состав, ну, основной компонент, он пишется там бромгексал, да, там, ну, условно. Я не врач, и я как бы в эту тему не залезаю, на этом поле не играю, но меня вот не понимали. Но мне просто было удивительно, я стояла и смотрела, ну, откуда они мне давали. Я из разных аптек всего понахваталась, я вставлю сюда картинку, чего я купила, что я не видела просто, ну, где эти противовирусные. Главное, смотрите, на одних таблетках написано, вот видите, действующее средство парацетамол. Что у меня с резкостью? Да, ну, что это такое? Ерунда. А на других написано типа ибупрофен. Ну, вот что они пьют как бы от гриппа, простуды, ОРВИ. Но мне нужно противовирусное, потому что у меня температура.
был озноб, меня рвало, и как бы я чувствую, что я подхватила вирус. У меня слезы из глаз, нос течет рекой, кашель безумный. Ну вот что продают. Парацетамол и буброфен. Все. Было тяжко. Но, возвращаясь к более приятным разговорам, все было не только ужасно, ввиду того, что я сейчас рассказала выше, но все было одновременно и прекрасно. Заварила чашечку кофе. Вот такая здесь машинка Неспрессо. Мне здесь положили капсулы, сливки, шоколадки и сахар. Будем сейчас пить кофе. Встала сегодня в 8 утра, поспала 6 часов, чтобы пойти гулять. По итогу ливень зарядил. Я сидела, ждала, может быть, он подуспокоится. Зонта у меня нет, естественно. Ливень не успокаивается. Завтра тоже вроде будет ливень. Поэтому сейчас я просто иду под ливень. И по дороге к метро надеюсь увидеть какой-нибудь магазин с зонтами. Короче, какой-то бред. При том, что Лувр находится рядом, до него пешком идти там 15-20 минут. Но я не представляю, как я пойду под таким дождем вот эти вот 15-20 минут. А еще отель находится как бы в такой улочке, арка и улочка, и туда такси не заезжают. То есть я не могу с ресепшена, допустим, вызвать такси и прыгнуть в тачку и поехать. И это, короче, боль какая-то, очень обидно. Приехать в Париж, у меня очень мало дней. И вот так вот попасть в такие погодные природные условия. Блин, вообще просто засада. My boys that I found the best woman around. She's so sweet to my fantasy treat. Sexier than lingerie, strong as a serrated blade, smart as can be. You'll think she had a PhD. One look in her eyes and I'm mesmerized and hypnotized. She has class in the body of an hourglass. I know she's the one for me. It's her I want to please. No, I can't compare. Not a game of truth or dare. She got me going round and around. She got me spinning upside down. She got me going round and around. She got me going here and there and everywhere upside down. Yeah. Вот так я гуляю по Парижу. Дождь меня измотал. В итоге я вернулась в отель, включила батарею и поставила сушиться свои ботинки и носки. Никакого романтика в Париже, только суровая реальность. Ну что, вот я и в Париже. Льет как из ведра. Решила выйти на связь, поболтать, поговорить, рассказать о первых впечатлениях после первого дня. Я думаю, что я уже сегодня никуда не пойду. Время 16:00. Я промокла до нитки. У меня сушатся ботинки, носки, штаны, куртка и сумка. В сумке была классная камера, которую подарил мне муж, на которую я собиралась снимать, но она несовместима с дождем. Но я не учла, что сумка может промокнуть, и влажность этой камере тоже вредит. Я надеюсь, с ней все в порядке, но сейчас все сушится. Даже немного паспорт намок. Вот такие дела. Все сушится. Мои впечатления очень сейчас сумбурные. Я вымотана дождем, я скажу это честно. Такое впечатление, как будто бы я шла сквозь джунгли 24 часа. Просто дождь апокалиптический, и он льет с утра, и до сих пор он льет. Вроде как должен закончиться в 7 вечера, но что-то мне кажется, что он не закончится в 7 вечера.
Я бы еще с удовольствием сходила в Carrefour, потому что у меня все закончилось из напитков. А мне бы хотелось какого-нибудь вина и посмотреть какое-нибудь кино на Netflix, которое я скачала для просмотра в самолете. Но так как вечер я уже точно проведу в своем микрономере, конечно же, я буду что-то смотреть сегодня на телефоне. А книжку, которую я читала, детектив про Хэллоуин Агаты Кристи, я забыла в самолете. Книжки нет, почитать. Но у меня, кстати, есть книжка про бренды, которую я хотела почитать на обратном пути. Но, может быть, как бы ее почитаю попозже. Если не забуду, куплю себе что-нибудь другое в самолет почитать. Про Париж. Он красивый, конечно, безусловно. Очень исторический город. И по моим ощущениям, нельзя говорить, что это там типа самый красивый, самый лучший, но по моим сейчас ощущениям внутренним, я не читала, конечно, в интернете, я обязательно почитаю. Это из тех городов, которые я видела. Видела я много городов на европейском континенте. Это самый туристический город. Вот мне кажется, что это реально самый туристический город, потому что сегодня в такую погоду, в такой кошмар, там конец ноября, туристов просто миллион. Их очень много. И движение по улицам затруднено, потому что не работают ливневые канализации, воды по щиколотку, лужи, океаны, реки. Это просто трындец. Все с зонтами. Зонтами все трутся друг от друга. Я купила зонт в самой простой сувенирной лавке за 7 евро. Он сделан, конечно же, условно из палок. Но деваться было некуда. И от такого дождя, честно скажу, ни дождевик, ни зонт не спасет. Потому что он просто льет стеной. И все дороги, они подтоплены. Поэтому здесь такая была история тяжелая в плане прогулки сегодня. Я дошла до Лувра, а там очередь. И никого не пугает этот ливень, люди стоят, но я не стала стоять. Я понимала, что это очередь на час точно. В целях самосохранения я поняла, что нет, стоять я не буду. Про Париж. Итак, помимо того, что он мне кажется самым туристическим городом, он очень похож на Питер. Вот я могу так сказать, Лондон не похож на Питер. Барселона не похожа на Питер. Они другие, они просто другие. А вот Париж похож, и даже погода его, да, похож. Но вот в принципе как-то визуально прям очень. Эти мосты, река Сена, архитектурные ансамбли, дворцы, вот какие-то принципы вот визуального оформления строений, домов, градостроительства, вот очень похоже, очень близко. Про метро. Это надо было снимать, конечно, но в моменте стресса я думаю, как решить проблему, а не как снять проблему. Я спустилась в метро, чтобы доехать до Лувра. Там было 3 терминала таких, когда автомата, чтобы купить билеты, и работал только один. Я не поняла, как им пользоваться. То есть я тыкаю на экран, чтобы переключить язык на English, а он не переключается. Ну, во-первых, я подошла, я не поняла, это охранники, security или кто, сидели мужчины в окне. Я их достала настолько, что они потом это окно, просто стекло взяли и закрыли. Ну, как бы, прям реально. Но я все равно долбилась там к ним в стекло. Тук-тук, и я не могу купить билетик. В общем, один из них там вышел уже потом и показал мне, как это все делается. Тач-экран не работает, там есть такая специальная крутилка, чтобы выбрать язык. Блин, это вообще не очевидно. Там просто какие-то для меня допотопные автоматы, потому что в Барселоне все очень супер современно, там все
тач-экраны, кнопки, я не знаю, там все понятно. Здесь нифига не понятно, но он мне показал, теперь я знаю, как покупать билет на метро в автомате. Если у меня будет настроение, я обязательно покажу. Если не будет там сзади никто дышать в спину и кричать: давай скорее, скорее. Ой, ну это вообще не очевидно, это там просто технология ниппель. В общем, сейчас что происходит? Сейчас я буду думать о том, как провести завтрашний день. Завтра будет тоже ливень, поэтому здесь нужно подумать, куда пойти, куда сходить. В Лувр я решила не идти. А если такие огроменные очереди снаружи на вход, я представляю, что внутри. Я просто не могла поверить. Я думала, ноябрь, наверное, мало туристов. Нет, туристов очень-очень много. Я не представляю, что происходит в сезон. И понимаю, что музей огромнейший, а все равно там, допустим, спина устает, когда долго ходишь, нужно где-нибудь присесть. Наверняка там все лавочки будут заняты, и их будет очень мало. Наверняка к каким-то картинам самым известным, популярным не подойти. Там тоже очередь нужно стоять, пока там все рассосутся, и ты там влезешь, подойдешь поближе. Я не хочу превращать это все в какой-то цирк, в какую-то борьбу с препятствиями. Я решила в Лувр не идти. Я посмотрю, может быть, какие-то другие музеи, если там нет таких очередей. Посмотрим. Сегодня побывала вот в таком супермаркете Franprix. Сделала закупку на вечер. Так, сегодня промокла и никуда не хочу идти. Закупка состояла из красного вина Мальбек, из розового вина. Мне просто понравилась этикетка. Я, честно, не читала там, из какого сорта винограда. Просто понравилась вот эта девочка. Припевочка. Значит так, вот такой багет, естественно, хамон иберика, ну как же, без ноток Испании. Вот такие вот всякие итальянские нарезочки тоненькие к багетику и креветочки. А теперь предлагаю поставить на паузу и оценить, во сколько мне все это обошлось. Конечно же, сейчас я покажу чек. Ну так, просто давайте поиграем. Угадаете вы или не угадаете? Больше 40 евро или меньше 40 евро? Пишите в комментариях, угадали вы или не угадали. Просто мне, правда, интересно. Вот такой вот наборчик, мини-наборчик. Ну, а вот и чек. Вот и чек. Меньше 40 евро, 34,50. 34,50. В общем, грубо говоря, на 3500, что тоже, в принципе, я считаю дорого, вышел такой вот мне ужин. Мне кажется, в Москве я могла бы на 3500 нормально поужинать в каком-нибудь заведении. Ну, короче, такие дела. Кстати, вино, давайте посмотрим, сколько. И вообще, что здесь было самое дорогое? Самое дорогое здесь в чеке хамон иберика. Розе 6,05, а второе вино, я так понимаю, 6,35. 600 рублей, нормально.
конечно, очень красивый город, вот эта архитектура, как с открыток, все это действительно так, и Эйфелева башня, теперь я могу сказать, я ее видела, она, конечно, прекрасная. Я не знаю, почему у кого-то может быть мнение иное, но это вау, это эффект вау. Может быть, потому что уже стольким флером она обросла, и столько вокруг нее историй, легенд, не знаю, всяких романтических фильмов про нее столько снято. Ну, или там событий, которые происходят рядом с ней, вокруг нее. Самая настоящая боль и такое, можно сказать, испытание – это очереди. Очереди в известные музеи. Я скажу сразу, я не попала ни в один музей, потому что мне тупо не хотелось стоять в очередь. И я поняла, короче, как нужно делать. Есть экскурсоводы, гиды, как бы квалифицированные, официальные, у которых можно покупать индивидуальную экскурсию или там подписываться на их групповые экскурсии. И этот гид в определенное время, он вас встречает, и вы проходите без очереди. Досмотр сумок без очереди, ну вообще вход в музей без очереди. Если бы я была не одна, а, например, с подружкой или с мужем, то я 100% взяла бы вот эту вот экскурсию, неважно, индивидуальную, групповую, чтобы просто не стоять в очереди. Но так как я была одна, мне было почему-то вот как-то стрёмно и не по кайфу идти и присоединяться к группе, или там, ну, индивидуальная была от двух человек. Вот, поэтому, ну, может быть, когда-нибудь у меня еще будет такая уникальная возможность попасть в Париж, потому что такая возможность сейчас становится уникальной, и я наконец-то смогу посмотреть, и, ну, я хотела бы, наверное, даже правильнее было бы делать это с гидом, с экскурсоводом, больше как-то откладывается, больше впечатлений, и больше есть что рассказать потом друзьям в компании, ну и для себя, как бы, да, так обогатиться новыми какими-то знаниями. Я сегодня приоделась к этому эфиру. Как вам? Как вам? Нравится? Мне очень. Еще не только перемещалась по городу на метро и на такси, я очень много ходила, было много пеших прогулок, несмотря на то, что погода была отвратительная, просто отвратительная. И несмотря на то, что я мерзла, шел дождь, были огромные лужи, которые надо было как-то обходить, а обходить негде, потому что море людей. Я не знаю, это как бы жители города или это все туристы. Наверное, и то, и другое, но, в общем, людей действительно было очень-очень много, и мы все с этими зонтами друг от друга там трёмся, бьемся, толкаемся, обходим эти лужи. И в какой-то момент я уже настолько как выдохлась, что я решила сократить немножко свою программу пешеходных гуляний. И в один из дней я купила билет на автобус двухэтажный. И думаю, вот пофигу. Буду весь день сегодня ездить на автобусе, на этом автобусе. И мы ездили, я ездила, я сделала 3 круга, не меньше, 3 круга, не меньше. С первого раза все равно не все видно, вот, не все можно рассмотреть. Со второго уже ты узнаешь, ага, вот это, сейчас будет, вот это. Вот, ну а третий раз это уже кайф, удовольствие. Я ездила, получается, в 12 я зашла в автобус у оперы. И в 5 часов я вышла в центре тоже оперы. То есть 5 часов я каталась. А на втором этаже, который был без крыши, в какой-то момент пошел дождь, и мы все просто толпой со второго этажа спустились вниз, набились как селедки в бочке. Все кашляли, чихали. Я думаю, может быть, в тот момент где-то как-то там вирус гулял, потому что мы все были очень плотно друг к другу стояли. И там была душегубка, то есть там закрытая часть, и там прям было жарко. Вот. Потом в какой-то момент дождь стал меньше, я пошла наверх, открыла зонт, сидела под зонтом, потом дождь прошел, и вот этот вот эффект, я помню, вау, когда мы просто подъехали к Эйфелевой башне, я просто офигела, какая она огромная.
Так что было здорово. И, ну, я бы рекомендовала именно вот этот автобусный тур, потому что в целом складывается картинка, что где находится, как это выглядит. Ну, вот прям я уже приехала, смотрю видео про Францию, и я помню как бы эти места, улицы, я такая, это там находится правее, это левее, а вот там надо проехать так, а вот через этот мост, а вот этот мост там, ну, я просто говорю к тому, что это как-то, наверное, нужно делать даже там не посередине поездки, а лучше в первый, во второй день, просто чтобы понять, что где как находится, потому что, ну, для меня вот визуально воспринимается информация гораздо проще, чем там, допустим, в каком-то цифровом виде.
Thank